Да не, это шляпа. Стопроцентная шляпа. Луч, видишь, исходит вниз. Я не знаю, что это за херня. Вот он луч, тень на полу. Не тень, а, ну ты понял. Все понял. Давайте, ребят, прямо сейчас посмотрим Breakman Russia. Это тоже канал, который мы частенько смотрим. Давайте заценим, что там такое. Ходят сотни писем, и ты никогда не знаешь, к какому виду принадлежит запись, по которой ты кликнул дважды. Они всегда разные, всегда что-то новенькое. Странные огни Однако 21 никогда года. не было такого, чтобы одну и ту же запись присылали с разных уголков мира. И я обращаю внимание на такие случайности, потому что это ненормально. Ненормально, когда одно и то же событие повторяется с такой частотой и Вот я сейчас охренею, если к нему тоже попал ролик, именно который мы смотрели у Зомби Чеза. Вот это будет очень интересно. Это прям первый раз такой, наверное, будет. вы уже понимаете, что именно я имею в виду, верно? Те огни, которые мы уже показывали несколько раз, они стали повторяться все чаще. Вот почему, занимаясь исследованием этих вопросов, я не могу не посвятить этому явлению целое видео. Откуда эти огни? Почему они стали так часто появляться? Присоединяйтесь ко мне в этом невероятном расследовании и проведем его вместе. Меня зовут Брейкман, и пришло время сделать перерыв. Сегодня мы покажем странные огни 2021 года. Про Космея, кстати, мы именно от Брейкмана узнали, напоминаю. Кстати, у Если Космея, вы наш интересно, ничего постоянный нового не подписчик, выходило? я знаю, что вы уже видели некоторые из тех видео, которые я покажу сейчас. Я делаю это для того, чтобы мы смогли взглянуть на них по-новому и обратить внимание на вещи, которые мы раньше не замечали. Первая видеозапись, которая попала в мои руки, была записана в Колумбии в городе Кукута. Да не, ну это что угодно может быть. Здесь не верю. Здесь вообще не верю. Да не, это шляпа. Стопроцентная шляпа. Или блик какой-нибудь, да. Типа кафехи какой-то или склада. Но это не по экрану водит, это именно на записи. Вопрос в том, что это реально не по экрану, ребят. Это произошло на обувной фабрике на складе в то время, Какой-то когда луч, никого видишь? на фабрике не должно было быть. Что меня больше тогда поразило, так это то, что это не является ни отражением света, ни чем-либо подобным, поскольку эти шары нечеткие и не имеют точного исходящего луча света. Обратите внимание на то, как оно будто бы сканирует место. Странно, что от этого луч идет. Следующая запись была отправлена человеком из штата Флорида, который в то время сказал, что ему снились ужасные кошмары. Кошмары, не похожие на другие. Он утверждает, что ему приснилось, что его привезли в какое-то странное место, и он помнил, что был очень истощен после того, как просыпался. Все его тело болело настолько сильно, и ему было настолько плохо, что у него не было сил, чтобы работать. Ему пришлось даже просить отпуск по причине своего состояния. А что самое главное, эти сны не прекращались. В конце концов, любопытство взяло верх, и он решил проверить Где-то я уже такое слышал, кстати, эту карусель. Даже, по-моему, какое-то есть научное название этой ерунде. свои камеры видеонаблюдения. Результатом послужила данная видеозапись. Он куда, ёпта, в крышку стиральной машины поставил камеру? Да нет, это не шаровая молния. Луч, видишь, исходит вниз. У меня есть такое чувство, будто это мне что-то напоминает. Сфера, излучающая луч света на расстоянии не менее 1 метра. Свет, который движется так, Бля, не знаю, что это такое. Не может быть. будто ищет что-то или кого-то. На этот раз мы даже не можем увидеть, как этот свет поднимается, пока не Но тень на полу есть, понимаешь? Вот он луч и тень на полу. Не тень, а, ну ты понял. Все понял. пересечет полки.
Знаете, я посвятил себя полностью паранормальным явлениям и занимаюсь этим уже несколько лет. Ведь до того, как я открыл этот канал, я видел десятки, а может и сотни видео с подобными сферами, и поверьте мне, подобных случаев я не видел никогда. В течение этого года я получил более 5 видеороликов, а этого более чем достаточно, чтобы вызвать у меня подозрения. Особенно учитывая то, что Как вы думаете, что это может быть? Странная херня какая-то. Если тем более с разных этих одно и то же. все это напрямую связано с нами и имеет последствия в нашей жизни. Следующие кадры являются совершенно новыми. Они были опубликованы на канале Джон Ти и сняты инфракрасной камерой. Здесь запечатлены не один, а два источника света. Что-то очень странно это. Слушайте, один из немногих раз, когда я не знаю, что это такое, реально. Я не могу это объяснить. Вы понимаете, это оставляет, это прям луч света. Тем более, если это в разных домах, в разных странах. Я не знаю, что это за херня. Здесь вообще звук записывается. Стоп. Стоп, 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 стоп. А в окне есть отражение? А ну-ка. Подождите. Не верю. Не верю. Это нематериальное что-то. Это нематериальное 100%, потому что в окне нет отражения. Это может быть что угодно, но это не что-то материальное. Прям железно вам могу сказать. Зубная, блядь, фея. Ну нету, я не вижу вот здесь в окнах. Есть, ну где увидеть? Нет, такой бы предмет, он был бы прям виден в окне. То есть он бы прям летал, его бы было видно. Это ж яркий предмет. Если Короче, вы надо зайдете посмотреть. на канал Джона, то увидите, что эти огоньки начали посещать его дом с середины июля. И почти месяц они периодически появлялись в его доме. В некоторые ночи появлялись, в некоторые нет. Они следуют той же схеме, что и в двух предыдущих записях. И это уже не совпадение. Мы уже наблюдаем повторяющееся поведение. Не может быть такого, чтобы это была просто какая-то пыль. Мы также можем исключить ошибку изображения, поскольку им удалось все же включиться и запечатлеть это. Так что в каком-то смысле эти огоньки действительно имеют телесность. Среди комментариев предыдущих видео я узнал, что они могут быть Хер его духами, знает. но шары, предположительно духи, никогда не появлялись нисходящим лучом света. Кроме того, их движение не выглядит продуманно. Я встретился с друзьями, которые являются экспертами в области паранормальных явлений, чтобы проанализировать каждое из этих видео, и мы пришли к выводу, что это не кажется паранормальным явлением. Но тогда у нас все-таки нет логического объяснения. Что же они из себя представляют? Может быть, это доказательство существования других миров или даже других измерений со случайной проекцией в наш мир. Или Надо будет посмотреть. Что-то это очень странно. Я вне стрима еще пересмотрю это видео, внимательно посмотрю на отражение, на все остальное. это технологии существ из других миров. Что же они делают? Может быть, они сканируют определенные места с целью похитить семью из дома, в котором мы наблюдаем эти огни. Да они бы уже бы, ёпта, похитили. Через месяц мне пришла еще одна похожая запись от подписчика, который по личным причинам не захотел раскрывать свою личность, но поделился с нами удивительными кадрами, записанными его камерой видеонаблюдения, установленной на крыльце его дома. Вначале он поясняет, что как внутри, так и снаружи не горит свет, поскольку никто из его семьи не ходит по ночам. Но однажды он проснулся от странного звука и подумал, что в дом забралась белка или кошка, но его внезапно ослепил яркий свет. Он быстро проверил записи с камеры, и его охватили удивление, неверие и страх. Смотрите сами.
То есть камера это захватывает прям как объект. Свет казался очень ярким, он светил даже ярче, чем обычная бытовая лампочка. Наш подписчик утверждает, что именно этот свет разбудил его, поскольку издавал непрекращающийся гул, низкий звук, которого он никогда ранее не слышал. Он заставлял вибрировать окна, а после исчез. Он уверен, что это были Foo Fighters, сферы, которые, по мнению уфологов, имеют внезапное происхождение и выполняют разведывательные функции. И, наконец, самое последнее. Это произошло 23 октября и впервые было представлено каналом Western News, который в своем выпуске новостей показал странные кадры, снятые в доме пастора в Дейтон-Бич. Оно чем-то похоже на шаровую молнию, но, не знаю, странно. По словам священника, камера Очень включилась, странно. когда обнаружила движение в гостиной. В тот момент она запечатлела эти изображения. Да ладно нахер, ты чё? То есть это камера на движение, что ли? Загадочный объект не только разделяется перед камерой, но и совершает движения, невозможные для чего-то обычного. Так что насекомые и пыль сразу отбрасываются. Скептики и логические отрицания в целом будут искать смысл в Напишите в комментариях, мне даже интересно ваше мнение, вот если, ну, без рофлов. том, что речь идет о свете, но Я не этого знаю, не что это может такое. быть. Потому что кольцевые камеры имеют технологии для записи в полной темноте, У шаровой молнии у нее она не так двигается, насколько мы видели. без какого-либо источника света. И в этот раз комната также ничем не освещалась. В интервью, которое пастор дал журналистке Линде Моултон для ее канала Hills Files, мы можем видеть момент, когда пастор включает свет, и объект, кажется, полностью исчезает. Следовательно, это не пыль, если учесть траекторию движения. Это даже не отражение света, потому что в комнате не было источника света, как такового. И даже не насекомые из-за того, как шар потом разделяется. Для меня и других специалистов, с которыми я контактировал, нет сомнений в том, Я что хз. мы столкнулись с неизвестным феноменом, который появляется слишком часто. Я не мог пропустить эти интригующие кадры, поскольку сами по себе они показывают, что что-то начинает происходить. Интересно, что? Что будет дальше? Следует ли интерпретировать их как предупреждение? Оставляйте свои теории в комментариях. А на этом наш небольшой перерыв уже подошел к концу. С вами был Брейкман. Всем удачи. Пока. Ты понимаешь, я подумал, что фейк, вот если бы не было вот этого видео, ты понимаешь, оно захватывает, как телесный объект камеры захватывают эти вещи. Слушайте, ну в любом случае это интересно, напишите в комментариях вашу версию, я почитаю. Блин, интересно будет вас послушать, вот реально интересно.